Всем привет! Все радиолюбители прекрасно знают, что лето – это сезон для испытания, настройки и построения всевозможных антенн. И для меня это лето также выдалось довольно продуктивным в плане испытаний некоторых антенн. В данном контексте я бы хотел предложить вашему вниманию простую конструкцию антенны, которая называется коаксиальный диполь. Антенна состоит полностью из кабеля RG58. Вот вы ее видите во всей красе. Полностью из кабеля RG58. И в свое время ее предложил Дима Люба 2 киловатт Щука Гончаренко. Сама идея коаксиальной антенны не нова. Ее, в общем-то, в свое время предлагал и Поляков Владимир Тимофеевич. Также ее описывал довольно неплохо Радхамель. Вы видите описание перед собой. И Гончаренко, собственно говоря, эту антенну упростил до безобразия. То есть упрощение состоит в том, что она стоит в итоге копейки. Материал копеечный. Кабель, как вы сами знаете, RG58, он самый дешевый. И самый плохой, надо сказать. Но тем не менее мы можем буквально за каких-то 15 минут, не преувеличивая, изготовить эту антенну буквально в полевых условиях, каких-то домашних условиях, дачных условиях. И прекрасно, в общем-то, выходить в эфир с любой портативной станции. И, кстати, нужно сказать в дополнение, что антенна, коаксиальная антенна, выполненная по Радхамелю, у меня трудится на даче до сих пор и показывает прекрасные результаты. То есть антенна просто отличная. Если ее можно и сравнивать, то это только с хорошей йодкой, с хорошо настроенной йодкой. То есть практически они идут на одном уровне. То есть антенна действительно отличная. И я и с автомобиля на нее работал. И, в общем-то, на даче она у меня как постоянная антенна стоит. Так что вот эта вот антенна из кабеля, она по сути является прототипом. Итак, ближе к этой антенне. Сама антенна, как вы видите, конструктивно состоит из куска кабеля. Приблизительно метр кабеля. И, соответственно, вот такого вот запорного дросселя. Можно его назвать трапом, как хотите. Вот он непосредственно на антенне. Для чего этот, я вам сейчас расскажу позже. И, соответственно, кабель снижения после дросселя идет, после трапа. Кабель после трапа может быть совершенно произвольной длины, любой. Но учитывая то, что этот кабель не совсем хорошего качества, то его желательно использовать как можно меньше. В данном случае у меня эта антенна для портативки, используется кусочек где-то 1,20 м, 1,30 м. Можно использовать там этот кабель до 10 метров смело. После 10 метров я уже не рекомендую. Он уже имеет достаточно большие затухания, и он уже в принципе работает как, можно сказать, децибельник, если это будет правильно. То есть этот кабель не очень хорош в этом отношении. Поэтому чем короче будет кабель снижения до вашей радиостанции, тем это, конечно, лучше. По описанию этой антенны на сайте Гончаренко он рекомендует взять кабель, кусок, допустим, метровый кабеля, это само полотно антенны. И вот эти вот четвертьволновые кусочки у нас будут по 48 сантиметров. То есть он рекомендует вот эти вот четвертя взять по 48 сантиметров. Я взял по 50. В общем-то, я взял метровый кусок, думаю, с большим запасом, чтобы у меня были вариации в настройке хоть какие-то. Значит, подрезаем аккуратненько внешнюю изоляцию вместе с экраном, вместе с фольгой, которая там внутри имеется. И очищаем центральный проводник. На центральном проводнике мы оставляем внутренний изолятор. Внутреннюю изоляцию она оставлена. И дальше у нас остается вот еще четверть кусочка. Это полностью идет в изоляции. То есть это второе плечо диполя. Это первое плечо диполя, это второе плечо диполя. Одновременно это плечо является и стаканом в этом диполе, что очень хорошо для симметрирования и отсечки каких-то там еще дополнительных токов. И, соответственно, в конце, в самом конце
этого полотна у нас вот такой вот дросселек находится. То есть конструктив довольно простой. Вот этот трап, он мотается на оправке 40 мм. Я буквально взял картридж, негодный картридж от воды, и на нем намотал. Он как раз подходит нам по диаметру прекрасно. Ну, то есть, что под рукой есть, любая скалка там или что, мотаете на ней. Ну и далее, как я уже сказал, идет кабель снижения. Кабель снижения может быть произвольной длины. То есть, то, что у нас идет после трапа, вот от этой точки и дальше, уже не имеет никакого значения. Должен сказать, что вот этот трап, он прекрасно отсекает кабель снижения. Задача этого трапа отсечь основное полотно антенны от кабеля снижения, полностью его отсечь. Сопротивление, активное сопротивление этого трапа должно быть около 3 кОм. И так оно, в общем-то, и получается. Сейчас я расскажу, как это можно проверить с помощью прибора NanoVna. Я думаю, уже у всех практически радиолюбителей этот прибор есть. И, собственно говоря, благодаря этому прибору мы можем идеально практически настроить эту антенну. Для того, чтобы изначально правильно изготовить трап, необходимо проверить наш кабель, который у нас имеется в наличии. То есть, если мы берем кабель RG58, соответственно, этот кабель при изготовлении имеет очень-очень большой разброс. В чем его еще один, так сказать, минус. И если, допустим, вам даны размеры, что мотайте там 3 витка, к примеру, и все будет хорошо, то это совсем, можно сказать, не так. В данном случае мой кабель имеет идеальный трап на 145-500 МГц. Он у меня имеет не 3 витка, а буквально, ну сколько, 2,5, я бы сказал, даже меньше. Вот такая вот история. И как это проверить сейчас с прибором, я вам покажу. В предыдущем видео я уже рассказывал, как настраивать трапы можно с помощью прибора NanoVna. Ссылочка на это видео будет вверху этого видео в подсказках. И, соответственно, под этим видео вы можете посмотреть, как, собственно говоря, правильно настроить прибор для подобных измерений. Ну и, соответственно, сам процесс изготовления трапа и измерения. Ну, в данном случае я тонкости настройки самого прибора рассказывать не буду. Просто скажу, что мы, соответственно, на приборе выставляем частоту качания, частоту ГКЧ, да, где-то от 120 МГц до 160 МГц. Соответственно, прибор должен быть откалиброван, повторюсь еще раз. И выставляем режим, заходим в меню и выставляем режим Resistance. То есть нам нужно знать активное сопротивление трапа на данной частоте, на заданной частоте. Соответственно, подставляем наш трап к рамке, ну, собственно, ложим ее на рамку измерительную его и наблюдаем нашу характеристику. Вот. Соответственно, мы видим, что у нас максимальное сопротивление как раз на частоте 145 300, 145 400, 500 и так далее. Ну, то есть, и, кстати, как вы видите, ширина полосы действия этого трапа, можно сказать так, да, довольно узкая. Но на заданной частоте у нас этот трап имеет сопротивление 2,5 кОм, ну где-то больше, где-то меньше. Ну, в данном случае нам нужно добиться величины, ну, не менее 2 кОм. Это еще будет вполне хороший трап. Приблизил поближе, чтобы вам было более понятнее, на какие цифры обращать внимание. Итак, трап мы замерили. Мы увидели, сколько на нашем кабеле, какое количество, реальное количество витков нам нужно намотать. И с таким оптимистическим настроением мы двигаемся дальше. И, изготавливая антенну, мы на ней мотаем точно такой же трап. Ни больше, ни меньше. Сам процесс изготовления антенны вместе с трапом занимает минут 15-20. А вот настройка его, ну, скажем так, минут 20 это точно. Как настраивать антенну, сейчас я расскажу. Настраивать эту антенну можно буквально в условиях квартиры. То есть в комнатных условиях. Ну, должна быть достаточно большая просторная комната, так как это диапазон 2-метровый. И, соответственно, эту антенну мы должны закрепить в вертикальном положении. Вот таким вот образом.
куда ее можно закрепить? Ее можно подвесить, ее можно закрепить к деревянному стулу, к ножке стула. Единственное условие, чтобы эта антенна находилась в вертикальном положении и как можно подальше от всевозможных металлических предметов. Так как эта антенна замышлялась и замышляется у многих наверняка для какой-либо временной портативной радиостанции, то я не думаю, что эта антенна будет находиться на слишком большой высоте и что параметры этой антенны далеко уплывут при ее подъеме. То есть это будет высота 3-4 метра, ну максимум 5. И на этой высоте параметры, в общем-то, антенны сохранятся, которые вы настроите непосредственно в своих лабораторных условиях. Они, в общем-то, должны сохраниться и при подъеме на высоту. Далее я на свой приборчик накручиваю переходничок. Думаю, переходники тоже уже у всех наверняка есть. Подключаем кабель. Включаем прибор. Я выбираю свою настройку 2-метрового диапазона. В моем приборе просто все уже настройки есть, сохранены. Вот. И мы видим некоторую АЧХ нашей антенны. Ну, должен сказать, что АЧХ здесь сейчас кривая, корявая, не соответствует действительности, потому что антенна в условиях мастерской, тут куча металла вокруг. Вот. Ну, дабы вам показать, что антенна на самом деле работает, то я уже вот так, вот я ее выставляю вертикально, и вы видите, вот уже, если это видно, я сейчас постараюсь приблизить камеру, чтобы вы видели. Вот такая вот у нее АЧХ. Ну, собственно говоря, то, что Гончаренко и говорил. У нее будет приблизительно вот такая АЧХ. Ну, достаточно узкополосная антенна. Но в пределах 1 МГц нам вполне достаточно, даже чтобы работать с репетерами. Значит, по прибору уже видно, что антенна уже имеет практически вменяемую АЧХ, вполне приемлемую. Ну, конечно же, моя антенна настроена в других условиях. Она настроена в большой комнате и на ножке стула, как я вам уже рассказывал. Вот, поэтому здесь, где куча металла и прочего, в мастерской непосредственно, то здесь, конечно, она показывает совсем другую АЧХ, немножечко сдвинутую. Но, тем не менее, даже сейчас она уже близка к тем параметрам, что нам нужно. И да, еще обратите внимание, особенное внимание, если правильно настроен наш трап, если он правильно настроен, то при приближении к трапу, или вот когда мы сам трап начинаем щупать, или вот полотно, вот я щупаю полотно антенны, у нас АЧХ искажается, очень сильно искажается. Соответственно, понятно, что антенна наша работает. Но когда мы начинаем кабель щупать после трапа, уже непосредственно, вот я держусь за кабель, вот я сейчас от кабеля антенну вообще опущу. Вот. Собственно говоря, я убрал руку с кабеля, вот я дотронулся до кабеля. Как видите, то есть разницы совершенно никакой. Вот если вы видите, да, я щупаю этот кабель после трапа. Вот. То есть разницы мы на АЧХ не видим совершенно. То есть это говорит о том, что наш трап абсолютно хорошо отсекает кабель от основного полотна антенны. То есть наш кабель не вносит совершенно никаких коррективов в работу антенны. Настраивается эта антенна так же, как и любой классический диполь. Не сложнее, не проще. То есть если у нас частота, резонансная частота антенны ушла вниз, соответственно мы подрезаем вот этот вот оголенный четвертьволновый кусочек вибратора. То есть мы подрезаем кончик. Подрезаете не спеша, подрезаете по чуть-чуть, буквально по полсантиметра. Запас у вас есть, так как я вам говорил, по 50 сантиметров берете смело эти плечи, и у вас там запасик остается на подрезание. Подрезаете, подрезаете, и по прибору Nano VNA контролируете, куда у вас уходит резонанс. Если этого подрезания достаточно, и у вас резонанс стал, так сказать, в норму, на вашей желаемой частоте, значит, соответственно, смотрим остальные параметры, реактивную составляющую, смотрим КСВ и смотрим, соответственно, сопротивление, активное, импеданс, вернее, антенны.
Если все параметры нас устраивают, все в норме, соответственно наша антенна настроена. Если антенна немного улетела вверх, можно подстроить вот этим дросселем. То есть мы смещаем этот дроссель немножко вниз. Смещаем его вниз. Таким образом мы немножко выводим резонанс антенны в небольших пределах. Можно сдвинуть тоже вниз. То есть вот этими вот хомутами мы смещаем этот вот дросселек. Стараемся сохранить количество витков, все как положено. И чтобы витки были ровненько уложены. И есть еще одна деталь, довольно серьезная. На первый взгляд она кажется ерундой, но на самом деле очень сильно влияет на качество трапа. Витки между собой должны быть очень хорошо стянуты, иметь очень хорошую плотность. То есть от этого зависит сопротивление трапа. Это измерено, это доказано. То есть следим за тем, чтобы витки были очень хорошо стянуты. Желательно даже стянуть в нескольких местах. Вот я тут одной стяжкой сделал. Еще лучше добавить стяжки и стянуть очень хорошо. Таким образом мы увеличим сопротивление. Даже можно получить больше 3 кОм. Вот в данном вот дросселе я это экспериментировал вот этими вот стяжками. И я получал довольно хорошее сопротивление. Ну, так как эта антенна у меня экспериментальная, собственно, больше 2 кОм, он уже выполняет свою функцию на все 100. Вы видели, да, что я за кабель дотрагивался, никаких проблем. Поэтому я данным, так сказать, утверждением пренебрег. Ну, на самом деле, кто хочет, экспериментируйте, все, как говорится, в ваших руках. Ну и в заключение хочу сказать, что данная антенна может быть выполнена конструктивно вот на такой вот, скажем, деревяшечке. Вот, она может подвешиваться где-нибудь на нитке какой-нибудь, на веревочке, с балкона, над балконом, в балконе, в комнате, к люстре ее можно привязать. Ну, в общем-то, тут уже фантазия сколь угодно может развиваться. Она не критична, собственно, к кабелю снижения, как он будет после трапа проходить вверх-вниз. Ну, желательно, конечно, хотя бы полволны, чтобы он опускался вниз, а еще лучше волна. Ну, собственно говоря, если вы будете работать с портативки, то достаточно рукой ее приподнять, так вот как-то, ну, держачок сделать подальше, где-то хотя бы с полметра. Ну, приподнимаете и работаете, это если с руки. Собственно, данная антенна была испробована в дачных условиях, и сравнивал я ее с коаксиальным диполем Ротхаммеля, который у меня, так сказать, в стационарных условиях работает. И практически все станции, которые я принимал на стационарный коаксиальный диполь, который у меня выполнен из медных трубок, то есть он более широкополосный, эта антенна, в общем-то, уступала там, ну, буквально балл, пару баллов, и то потому, как я работал на нее с руки. Но кабель тут короче, а там кабель длиннее, у меня там кабель 10 метров. Ну, собственно говоря, эта антенна, если уступала, то совсем-совсем немножко. Практически все станции уверенно проходили на эту антенну, те, которые я принимал на стационарный коаксиальный диполь. Так что антенна имеет право на жизнь. Антенна, кстати, очень хорошая, мне понравилась именно своей простотой и именно тем, что она по параметрам, в общем-то, особо не уступает буквально полноценному диполю. Она даже выигрывает, потому как уже было сказано выше, можете почитать у Ротхаммеля достоинства коаксиальных антенн. Именно за вот этого вот стакана. То есть вот этот стакан играет очень большую роль. Если этот ролик был кому-то полезен, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Впереди еще довольно много интересных роликов я планирую сделать, так как летние эксперименты некоторые увенчались удачей, некоторые неудачей. И все это я постараюсь изложить в следующих своих видеороликах. Всем пока и спасибо за внимание.